Задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет, если смешать такие привычные ингредиенты, как сахар и цемент? На первый взгляд это кажется необычным, но подобная комбинация способна дать удивительный результат, который найдет применение в быту. В этом материале я расскажу о простой и эффективной методике, которую многие недооценивают. Смотрите до конца, чтобы узнать, как с помощью доступных материалов можно сделать прочный и долговечный состав для ремонта. Давайте разберем процесс поэтапно. Для начала выберем подходящую емкость. Я использовал стеклянную банку, но подойдет любой прочный и чистый контейнер, например, пластиковое ведро или стакан. Первый ингредиент – сахар. Достаточно взять 3 полные столовые ложки обычного сахарного песка. Специальный сахар, например, тростниковый или демерара, не требуется. Высыпьте сахар в емкость и добавьте около пол-литра воды комнатной температуры. Поделитесь в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Напишите город или страну. Мне всегда интересно узнать, где находит отклик моей идеи. И это помогает создавать контент, который будет полезен именно вам, где бы вы ни находились. Перемешивайте смесь, пока сахар полностью не растворится, образуя сладкий раствор. Этот этап важен для равномерного распределения сахара перед добавлением следующего компонента. Теперь переходим к ключевому шагу – добавления цемента. В готовый сахарный раствор постепенно засыпаем цемент, постоянно помешивая. Точные пропорции не обязательны, но важно сохранить баланс между водой и цементом, чтобы смесь получилась однородной. Добавляйте цемент ложками, перемешивая, пока масса не станет густой и кремообразной, без комочков и лишней жидкости. Для более удобного смешивания можно сделать простой инструмент. Возьмите деревянную палочку и прикрепите к ее концу 3 пластиковые стяжки, чтобы получилась импровизированная мешалка, напоминающая пропеллер. Это устройство облегчит процесс, обеспечивая равномерное перемешивание и предотвращая образование комков. Такой инструмент не только эффективен, но и экономичен, а также пригодится для других домашних проектов. Если у вас есть дрель или шуруповерт, закрепите палочку с насадкой в патрон и опустите ее в емкость. При включении дрели стяжки будут вращаться быстро и равномерно, смешивая ингредиенты, создавая гладкую массу без пузырьков и осадка. Если дрели нет, можно обойтись ложкой или шпателем. Главное, чтобы смесь получилась однородной, без комков, цемента и нерастворенного сахара. После смешивания накройте емкость и оставьте смесь на 30 минут при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей и сильного холода, чтобы не нарушить процесс реакции. Пока смесь настаивается, я расскажу о еще одной полезной технике с использованием простых материалов. Возьмите прочную емкость, не используйте тонкий пластик, так как он может раствориться. Налейте в нее растворитель, чтобы покрыть дно. Постепенно добавляйте кусочки пенопласта. Он быстро растворится, превращаясь в липкую пасту, похожую на густой клей. Этот процесс занимает всего несколько секунд, и получившаяся масса уже готова к нанесению на такие поверхности, как бетон, дерево или керамика, выступая в роли универсального герметика. Однако будьте осторожны, используйте маску и перчатки, так как запах растворителя очень резкий, а контакт с кожей может вызывать раздражение. Чтобы усилить состав, постепенно добавляйте цемент, тщательно перемешивая, пока он полностью не соединится с пенопластовой пастой. Наша цель – получить пластичную массу. Такая консистенция идеальна для прочного сцепления с поверхностью и долговечного результата. Рассмотрим практическое применение. Представьте трещину в бетонном полу. Изначально небольшая, со временем она разрослась и может привести к попаданию влаги и разрушению конструкции. Очистите поврежденный участок от пыли и мусора. Затем нанесите смесь из пенопласта, цемента и растворителя, аккуратно заполняя трещину металлическим шпателем. Наносите состав равномерно, чтобы избежать пузырьков воздуха.
Если растворитель, например, ацетон или другой какой-нибудь недоступен, можно использовать бензин, соблюдая меры предосторожности. Такой состав сохраняет высокую адгезию, быстро сохнет и подходит для ремонта полов, стен и бетонных конструкций. После нанесения дайте смеси высохнуть 1-2 часа в зависимости от температуры и вентиляции. Результат впечатляет. Масса твердеет, образуя прочное, устойчивое к погодным условиям покрытие, которое можно отшлифовать или покрасить акриловой, эмалевой или латексной краской. А теперь вернемся к смеси сахара и цемента. После 30 минут настаивания при комнатной температуре вдали от влаги и солнца вы получите густую, липкую субстанцию, напоминающую технический клеевой состав. Она идеально подходит для заполнения мелких трещин, отверстий или швов на бетоне, керамике, глине или даже металлической черепице. Наносите ее шпателем, кистью или руками в перчатках. Это отличное решение для срочного ремонта, например, протеча крыши или резервуаров для воды. Ну а на сегодня все. Если вам понравился этот материал, поделитесь им с друзьями и близкими. Многие сталкиваются с мелкими бытовыми поломками и не знают, как их устранить просто и недорого. Эта смесь не имеет резкого запаха, не токсична и легко хранится в закрытой емкости вдали от влаги. После нанесения дайте ей 6-8 часов для полного высыхания. В итоге получается твердая, прочная поверхность, которую можно шлифовать, красить или использовать как есть. Это идеальный вариант для тех, кто хочет самостоятельно справиться с ремонтом и сэкономить на услугах. Благодарю вас за внимание и до скорых встреч в новых видео. Спасибо, пока-пока.